Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я вам покажу рецепт, мне кажется, самых вкусных пирожных 80-х. Пирожные эти называются ленинградские. Кто их когда-то пробовал, 100% не может забыть этот вкус, а кто их никогда не пробовал, просто-напросто попробуйте. Они совсем не сложные. Представьте себе, что вы одновременно кушаете Наполеон и эклер с бесподобным нежным кремом. Крем этот абсолютно несложный, который я вам сегодня покажу. Эти пирожные продавались у нас двумя видами крема. Сегодня я покажу крем, который немножко, как вам сказать, легче, чем обыкновенный сливочный крем. Попробуйте приготовить. Мне кажется, получится у всех. Они очень вкусные. Вам все скажут спасибо, кто их попробует, потому что они на самом деле бесподобные. Начнем готовить, мои дорогие. Сегодня мы начинаем приготовление с крема. Нам сегодня нужен будет заварной крем. Для заварного крема одно яйцо я отправляю в небольшую кастрюльку. Сюда же добавляю 200 грамм сахарного песка. И все это нам нужно хорошенько размешать. Без миксера, просто венчиком. Пока еще плиту я не включаю. В холодной кастрюльке мы все это хорошенько размешиваем. Сюда же нам нужно будет добавить постепенно 600 мл теплого молока. Я добавляю чуть-чуть молока сначала. И сейчас нам нужно будет добавить муку. На 600 мл молока у меня здесь 80 грамм муки. Это приблизительно где-то 5 столовых ложек муки без верха, без горки. Все это хорошенько размешаем, чтобы не было комочков. И доливаю остальное молоко. Перемешивая. Сейчас я включу плиту. И на небольшом огне нам нужно будет проварить крем до того, как он у нас хорошо загустеет. У меня очень много комментариев пишут, кто пытался делать заварной крем на кукурузном крахмале, и у них не получился. Поэтому я сегодня вам показываю заварной крем на муке. Потому что кукурузный крахмал может отличаться все-таки по своему составу, но мука никогда. Крем у нас уже готов, он хорошенько у меня загустел, проварился. И я его переливаю в другую посуду. Накроем пленочкой и оставляем хорошенько остыть. Крем можно сделать с вечера, мои дорогие, чтобы он хорошо у нас остыл в холодильнике. Вначале оставляем, конечно, при комнатной температуре, как только остынет в холодильник. Если вы хотите его сделать с вечера. И займемся тестом. Для теста нам нужно будет, опять-таки, в небольшую кастрюльку отправить 200 мл воды. Сюда же отправляем 100 грамм сливочного масла. Включаем плиту, подсаливаем. Нужно будет довести до кипения, чтобы масло полностью растворилось. И вводим 160 грамм муки. Все это быстро на огне нужно будет размешать. Все это быстренько-быстренько размешиваем. Смотрите, в этом же стакане, в котором вы измеряли воду, полный стакан воды, например, 200-миллилитровый стаканчик, туда же мы насыпаем и муку. Одинаковое количество. По граммам это будет где-то 160 грамм. И тут же в горячее тесто, буквально 2 минутки я его просто перенесла с плиты на стол, начинаем вбивать яйца. Яйца вбиваем по одному. Можно это все сделать миксером, а можно сделать обыкновенной ложкой. Как только первое яйцо полностью вмешается в тесто, вводим второе. И так по очереди 4 яйца. Яйца у меня не крупные, среднего размера. Если у вас очень крупные яйца, то вам, наверное, понадобится всего 3 яйца. Скорее всего. Таким же образом я ввожу и третье яйцо, и четвертое. И вот такое тесто у меня получается. Оно не жидкое, хорошо держит форму. Видите, оно не падает абсолютно с ложки. Такое тесто должно получиться и у вас. И сейчас у нас будет слоеное тесто. Слоеного теста нам понадобится где-то 800 грамм. Если у вас квадратные пласты, то вам понадобится 2 квадратных пласта по 30 сантиметров, 30 на 30. А если прямоугольные, как у меня, то немножко уже будете рассчитывать. По 10 сантиметров нам нужно будет разрезать квадратики.
Пирожных получается много. Из этого количества получается 18 больших пирожных. Я разрезаю квадратики по 10 сантиметров, 10 на 10. Делайте, как вам удобно. Хотите линеечкой, хотите на глаз, кто как хочет. Ну, конечно, лучше измерить ровно 10 на 10, чтобы все пирожные были одинаковые. И вот такие квадратики получились у меня. И сейчас я все эти квадратики перенесу на противень вместе с бумагой. Лучше сразу сделайте все это на пергаментной бумаге. И сейчас нам нужно будет, я это делаю ложкой для мороженого, разместить заварное тесто на каждый квадратик в серединку. Можете сделать то же самое обыкновенной столовой ложкой. В серединку кладем шарик из теста заварного. Духовку мы включаем разогреваться на 180 градусов. И вот таким образом закрываем квадратик. Не защипляем края, а просто накладываем друг на друга. И отправляем выпекаться. Ничем не смазываем. Отправляем выпекаться. Выпекаются они приблизительно 45-50 минут. Нужно их выпечь вот до такого состояния. Самое главное, духовку не открывайте. И как только они будут готовы, вы их вытаскиваете. Точно таким же образом делаем и второй пласт теста. Как я вам уже сказала, получается 18 пирожных из этого состава, что я вам даю. И выпекаем точно так же второй противень. Для крема нам понадобится 300 мл сливок. Сливки жирные должны быть, 30% и выше. Ванилин или ванильный сахар. И нам нужно будет взбить сливки хорошенько. Крем уже у нас заварной должен быть остывший полностью. Сливки мы взбили вот до такого состояния. И сейчас я буду сливки смешивать с заварным кремом. Если у вас дома сегодня, например, вы делаете эти пирожные, у вас нету сливок, сделайте то же самое с сливочным маслом. 200 грамм сливочного масла. Перемешала я чуть-чуть, буквально секунду, заварной крем. И нам нужно будет объединить, как я вам уже сказала, заварной крем со сливками. Взбивать ничего не нужно. На самой-самой маленькой скорости перемешиваем аккуратненько сливки и заварной крем. Можно это сделать венчиком. И вот таким образом. Пирожные остывают очень быстро, поэтому лучше всего, конечно, заварной крем сварить с вечера. Вот это наши все пироженки. И сейчас я буду их начинять. Можете все это сделать, конечно, кондитерским мешком. Уложить крем в кондитерский мешок и наполнить все пирожные. Вот таким образом. Это для тех, у кого есть дома кондитерский мешок и кто им владеет, так сказать. Если у вас нету кондитерского мешка, вырезаем шапочку аккуратненько острым ножом. Пирожные должны остыть. И чайной ложечкой аккуратненько вовнутрь пытаемся протолкнуть крем во все края, чтобы он пошел везде у нас, чтобы попал крем. Аккуратненько заполняем пирожное. Вот таким образом мы крем проталкиваем, чтобы пирожные не были пустыми. Эта вся пропорция идет ровно на 18 больших вот таких пирожных. И все, у нас все готово. Вот таким образом я начиню все пирожные сейчас. И их нужно будет посыпать сахарной пудрой. Все, у нас все готово. Очень легко, очень просто, и это получается очень вкусно, мои дорогие. Смотрите, если вы не хотите сразу начинять все пирожные, вы можете, конечно, половину сразу уложить в заморозилку. И начинить только половину и сделать половину крема. Вот такая красота у нас получается. Сейчас я разрежу и вам покажу, какие они у нас будут на срезе. Видите? Очень получается замечательно. Пирожные полные крема. Мне кажется, все, кто его пробовал в 80-х годах, и кто их сделает снова, вспомните и свою молодость, и напомните всем своим родным, как это было раньше вкусно. Эти пирожные продавались везде. Они были очень популярные. И мне кажется, стоит их снова приготовить. А те, кто никогда их не пробовал, попробуйте. Рецепт совсем не сложный. Все получается очень-очень легко.
И у всех получится. Ну что, мои дорогие, будем прощаться. Да, я забыла вам сказать. Все, кому нравятся мои рецепты, подписывайтесь на канал, заходите в гости и, конечно, нажимайте на колокольчик, чтобы мы не потерялись. Всех я люблю. Всем приятного чаепития, приятного аппетита. Будьте со мной, заходите на мой канал и будем дружить, мои дорогие. Пока-пока.